Друзья, если у вас нет возможности читать поэму Данте Алигьери «Божественная комедия», смотрите это видео. Это история о том, как один чувак гулял по загробному миру. Написал поэму Алигьери в XIV веке. Поэму называют средневековой энциклопедией научных, политических, философских, моральных, богословских знаний. Поэма состоит из 3 частей: ад, чистилище и рай. Чтобы вам было легче смотреть, я сделал 3 видоса для каждой части. Это часть первая – ад. У католиков загробный мир состоит из ада, чистилища и рая. В аду находятся грешники. Это те, кто говорят ихний и ложит. В чистилище те, кто искупают свои грехи. Они еще пока не знают разницы между одеть и надеть, но хотят узнать. И еще есть рай. В нем те, кто говорят их, класть, звонит, торты, кремы и так далее. Рассказ ведется от первого лица. Типа сам Данте прошел весь этот путь. Поэтому и я буду рассказывать от первого лица. Усаживайтесь поудобнее, берите чай, печеньки и поехали слушать средневековую бредятину. Итак, прошла половина моего жизненного пути, около 35 лет. Однажды я заблудился в дремучем лесу. Мне было страшно. Я хотел подняться на холм, но мне помешали рысь, лев и волчица. А потом передо мной явился какой-то чувак-призрак. Он сказал, что он когда-то был поэтом. Я догадался, кто он. «Ты Вергилий», — сказал я. «Я тебя обожаю». «Приятно», — ответил он. «Идем, я тебе кое-что интересное покажу. Загробный мир. Хочешь?» «Хочу». «А у меня получится?» «Что-то мне как-то стрёмно». «Все будет хорошо. Меня попросила тобой заняться одна красивая женщина. Ее звали Беатриче». Друзья, Беатриче — это моя умершая возлюбленная. Конечно, я сразу сказал Вергилию, что пойду с ним. И мы пошли ко входу в ад. Друзья, по мнению Данте, ад представляет собой подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земли. Над входом в ад была надпись: «Входящие, оставьте надежды». «Не ссы, парень, давай руку, пойдем внутрь», — сказал мне Вергилий. Вздохи, плач, крик — вот что я сразу услышал там. «Чьи это крики?» — спросил я. Это люди ни о чем. При жизни у них не было ни славы, ни позора». Мы шли дальше. Впереди был берег. По реке к нам на лодке подплыл старик Харон. Он мне сказал, что не возьмет на лодку, потому что я еще живой. «Да ладно», — начал Вергилий, — «тебе что, жалко? Давай, не ломайся». «Ну ладно, залезайте», — согласился Харон. Мы поплыли. Было так страшно, что я потерял сознание. Когда очнулся, мы уже приплыли к другому берегу и дальше пошли вдвоем. Мы спустились в первый круг ада. Тут были слышны вздохи младенцев, мужей и жен. «Здесь находятся те, кто не был крещен», — объяснил Вергилий. «В том числе и я. Хорошие люди, но не крещенные. Когда я жил, христианского учения еще не было. Мы верили во многих богов. Это место называется Лимб. Правда, Бог некоторых все-таки забрал отсюда в рай. Ну там Авеля, Ноя, Моисея». «А это что за чуваки?» — спросил я, указывая на мужиков, которые шли к нам. «Это? Да это же великие Гомер, Гораций, Овидий. Ты что, не узнаешь?» Мы пошли все вместе, общались. Я видел многих античных героев, видел философов Сократа, Платона, Диогена, Сенеку и других великих людей. Затем мы попали во второй круг. Он был уже меньше первого. И тут был слышен стон мучеников. Здесь один хвостатый чувак решал, кого и куда поместить. Типа судьи. «Ты какого здесь?» — спросил он меня. «Да ладно», — начал Вергилий, — «тебе что, жалко? Не ломайся, пропусти нас».
Нас пропустили. Здесь находились те, кто при жизни любил разврат. Затем я снова потерял сознание. Когда пришел в себя, мы были у третьего круга. Там все время шел ледяной дождь. Холодно, ёпта. Мы увидели трехглавого пса Цербера. У него пасти не закрывались. На всех лаял. Вергилий кинул ему в пасть земли, и тот закрылся. Мы пошли дальше. В этом круге находились те, кто слишком много жрал, то есть жирные. И Цербер их терзал. Перед четвертым кругом на входе стоял свирепый Плутос. Вергилий сказал ему закрыться, и мы пошли дальше. Здесь находились те, кто слишком много тратил денег и копил богатство, то есть скупцы и расточители. В основном священники. В пятом круге ада пребывали злые и ленивые люди. К нам подплыла лодка. Мы сели в нее и поплыли. Впереди был город Дит. Там заключены безрадостные люди, сказал мне Вергилий. И вот туда меня не пускали, потому что я был живым. Вергилий ушел, чтобы порешать все вопросы. Очень скоро Вергилий вернулся. Сказал, что мы можем идти дальше в город. Затем прилетели 3 страшные фурии. Вергилий закрыл мне глаза, чтобы я случайно не взглянул на Медузу, иначе бы я сразу окаменел. Это уже был 6-й круг. В городе находились могилы еретиков. Один такой вылез из могилы, затем другой. Мы с ними поговорили о жизни. С Вергилием мы пошли дальше. Ох, там и воняло. Не спеши, сказал Вергилий. Надо принюхаться и привыкнуть. В 7-м круге на входе стоял злой монстр Минотавр. Мы прошли мимо него. Здесь находились убийцы и разбойники. Плавали в кипящей кровавой реке и пытались из нее выбраться. Нас через эту реку перенесли кентавры, которые тут охраняли грешников. Затем мы с Вергилием оказались в одичалом лесу. Я слышал стон, но людей не видел. Я протянул руку к кусту и отломил сучок. Ствол закричал: «Не ломай, мне больно!» Из него потекла кровь. «Мы раньше были людьми, а теперь мы растения», — сказал сучок. В общем, здесь находились самоубийцы. Потом мы попали в степь. Там был сплошной песок. И по пустыне ходили и ныли души. На них падал огненный дождь. Пошли дальше к 8-му кругу, где карались обманщики. К нам приблизился зверь. «Я пойду с ним договорюсь», — сказал мне Вергилий. «А ты иди пока пообщайся с теми парнями из 7-го круга». Я пошел к ним, а они меня послали то есть сказали, что им совсем не интересно мое общество. Я вернулся к Вергилию, а он уже сидел на спине у того зверя. «Садись передо мной, нас зверь по аду покатает». Блин, как страшно было. Вокруг бездна, а нас зверь куда-то несет. В общем, он нас высадил и сразу убрался по своим делам. Это был 8-й круг ада. Он назывался «Злые щели». Там были 10 рвов с утесами. В первом рву я увидел рогатого беса, который плетью жестоко бил по спине сводников и обольстителей. За вторым рвом находились льстецы. Они по уши сидели в говне. Там вонь стояла ужасная. 3-й ров. В нем были грешники, которые торговали церковными должностями. Они находились в ямах вниз головой. Сверху торчали их ноги. В 4-м рву сидели прорицатели, у которых шеи были повернуты на 180 градусов. То есть они плакали себе на задницу. Все немые, в аду им рты закрыли. 5-й ров. Я увидел, как бежал черный дьявол. Какой-то грешник-взяточник лежал у него на плече. И снова Вергилий пошел договариваться с дьяволом, чтобы нас пропустили дальше. Так эти дьяволы еще и пошли вместе с нами. Их было штук 10. Мне реально было страшно.
Тут же грешники-взяточники плавали в смоле. Одного из них дьявол клыками разорвал на части. А потом некоторые дьяволы упали в эту смолу, да так и не смогли оттуда выбраться. Мы с Вергилием поняли, что нужно потихоньку оттуда сваливать. А они, дьяволы, за нами. Мы поскорее оказались в 6-м рву, куда те дьяволы не могли попасть. Там ходили лицемеры в тяжелой свинцовой одежде. В 7-м рву ползали змеи, много змей. Они нападали на голых грешников-воров. После укуса их тела превращались в прах, а затем снова восстанавливались. Затем шестиногий змей набросился на еще одного чувака и так его скрутил, что сам в него вошел и стал ним. Фу, жутко было. Добрались до 8-го рва. Здесь дух грешника находился внутри огня, которым он горел. Там был Одиссей. Он рассказал, что попал сюда, потому что во время жизни ему дома не сиделось. Любил гулять с парнями вдали от дома. Их корабль в море затонул. Следующий 9-й ров был для тех, кто наводил на людей смуту, зачинщиков раздора. Тут жесть. Распоротые животы, из них кишки свисают, рассеченные черепа. Чуваки без голов гуляют, у кого-то нет уха, у кого-то носа. Здесь находился пророк Магомед. Ну и последний ров, 10-й. Из него доносились вопли, проклятия и вонь, как от гниющих ран. Тут находились поддельщики, лгуны, клеветники, фальшивомонетчики, алхимики. Они постоянно чесались, ногтями сдирали себе кожу. Затем двое из них поссорились. Я слушал их разборки, пока Вергилий мне не сказал: «Да хватит уже, дебилы ссорятся, а ты их слушаешь. Пойдем дальше». Перед нами был глубокий колодец, вход в 9-й круг ада. Великан Антей на своей ладони опустил нас на глубину этого колодца. Мы оказались в преисподней мгле. Под нами было замерзшее озеро. И вот в это озеро вмерзли души грешников, только головы торчали. Здесь находились мошенники, предатели родных, родины и друзей. Мы шли по льду мимо тех голов, и одну я футбольнул случайно. Грешник возмутился, в общем, слово за слово, и я вцепился ему в волосы. Затем я увидел, как один грешник поедал другого. «За что ты его?» – спросил я. «Я граф, он архиепископ. При жизни я ему доверился, а он меня пленил и убил. Моя смерть была страшной. Я с 2 сыновьями и 2 внуками умер от голода в башне. Дети умерли на моих глазах, а затем уже и я». Мы с Вергилием пошли дальше. Я увидел еще одного грешника. «А я тебя знаю. Ты разве умер?» «Еще нет, но моя душа уже в аду. Такое бывает». Ну а затем я увидел самого Люцифера. Его грудь торчала из замерзшего озера, а у него было 3 лица. Одно было лицом Иуды Искариота, второе Брута, третье Кассия. Объясню. Эти все чуваки предатели. Люцифер предал Бога, Иуда Искариот Иисуса Христа, Брут и Кассий Юлия Цезаря. На этом наше путешествие по аду закончилось, и мы поспешили на выход. В общем, через центр Земли мы вышли с другой стороны, где-то в южном полушарии. Друзья, это конец первой части, посвященной аду. Кому нужно слушать дальше этот средневековый бред, смотрите продолжение в следующем видосе.